Как они видели финал вторжения? Тут будет разноплановый ответ, потому что у них было несколько целей. Ты сказала про тот документ, который уже есть, что они готовили, вот эти все, у них были заседания. Но Израиль же знал про это? До года тому назад еще, то мы, Рома, те люди, которые были в курсе, понимали, что это еще не вышло в СМИ. Ну вот здесь как раз вопрос доверия. Можно ли доверять тому, что они говорят? Армия не подняла боеготовность день до этого. Мы живем, чтобы жить, они живут, чтобы умереть. Арабы в Израиле, все остальные арабы, присоединяйтесь сейчас. Мы завоевываем Палестину. Ислам – это мирная религия или она все-таки исповедует террор? Несколько лет тому назад стало ясно, что Иран готовит огненное кольцо вокруг Израиля. Дина Леснянская, доктор наук, арабист, эксперт по Ближнему Востоку, террору и радикальным идеологиям. Автор популярного телеграм-канала «Война и мир» на Ближнем Востоке. Старший научный сотрудник Центра Даян в Тель-Авивском университете, лектор в университете Райхмана в Герцлии и в академическом центре Шалем в Иерусалиме. Научный сотрудник Центра ИСГАП, базирующегося в Нью-Йорке в США и в Оксфорде в Британии. Консультант по вопросам радикального ислама. Консультирует в том числе структуры безопасности в Израиле, Британии и странах Евросоюза. В ЦААЛЬ служила в особых частях в разведке. Говорит на 8 языках. Частый гость телевизионных каналов в Израиле и других странах. Есть ли что-то, вот, например, о чем ты никогда не скажешь публично? То есть вопросы, которые не имеет смысла тебе задавать? Я бы сказала, что большую часть вопросов не имеет смысла мне задавать, потому что я не занимаюсь только академической частью. У меня очень много вещей, которые я делаю именно как консультант различных служб. Нету смысла мне спрашивать об этом. Ты знаешь арабский язык? Да, конечно. Ты знаешь Коран, их религию? Слово «знаешь» — это, наверное, не очень подходящее слово. Конечно, изучаю Коран, конечно, изучаю религию очень много лет. Могу сказать, что у меня первая степень по арабскому языку и литературе и по востоковедению исламу. Вторая степень тоже примерно в той же области. И докторскую писала на тему ислама в Европе. Именно изучая теологически различные, в общем, такие моменты, которые позволяют находить общий язык между современностью и между тем, что происходило раньше. Основываясь, еще раз, всегда на текстах. Теперь, занимаемся ли мы, то есть арабисты, только текстами? Конечно, нет. Я, например, занимаюсь именно реализацией видения различного этих текстов в жизни. Поэтому для меня изучение ислама или изучение Ближнего Востока, оно во многом сопряжено с тем, что я общаюсь с огромным количеством людей, в частности, и с людьми, которые находились раньше или находятся до сих пор в террористических организациях. И, в общем, это часть моей работы, это часть того, чем я занимаюсь много лет. Наш канал, вообще команда ОТФ занимается информационной войной, и мы снимаем о событиях 7 октября, да. О свидетельствах, что случилось, общаемся с очевидцами. Естественно, мы в основном будем говорить с тобой об этом. У меня главный вопрос, с чего мы начнем. Я скажу так, один вопрос, и в нем несколько вопросов. То есть Хамас. Есть ли данные, как долго он готовился к 7 октября, какие у него были цели и добился ли он своих целей? Есть такие данные, они уже на самом деле являются данными, которые находятся в общественном доступе, то есть это происходит в информационном пространстве, которое доступно каждому сейчас. До года тому назад еще, то мы, Рома, те люди, которые были в курсе, понимали, что это еще не вышло в СМИ. Сегодня это уже в СМИ, это не проблема выяснить. На самом деле речь идет о подготовке тактической и о подготовке, которая была, скажем так, более такой ментальной и, в общем, по всем канонам, надо сказать, джихада. То есть это часть джихада, это часть глобального джихада с концентрацией именно локальной в плане Хамаса. Мы об этом сегодня поговорим. И одно из самых интересных, наверное, один из самых интересных фактов, это то, что Атуфан аль-Акса, о потопе аль-Акса, которым так они называют 7 октября, связывая это с тем, что написано в Коране, ты до этого спрашивал про Коран, естественно. Вот. Это было запланировано, начиная еще с 2014 года, но не обязательно в такой вот именно форме. То есть было понятно еще с 2014 года, после того, как были похищены тела Адара Гольдина и Орона Шауля, после, естественно, во время прекращения огня, во время операции Цукайтан, нерушимая скала. И, в общем, в 2014 году уже тогда
пошли какие-то, в общем, мысли на тему того, что нам надо больше похищать. Похищение солдат, похищение граждан, это уже делали Хамас. Хамас это уже делал несколько раз, и в 90-е годы тоже. То есть были такие вещи, включая Нахшон Ваксман и так далее. То есть это не новость для Хамаса, но вот массовое такое нападение с совершенно ужасными истязаниями. Это все планировалось на протяжении практически 8 лет, то есть 2014 года. Это получается у нас 8 лет, сколько у нас получается? 2014 по 2023. Да. Кульминация этого всего происходит в 2021 году, когда в сентябре, то есть в мае, как мы знаем, был страж стен, в мае были беспорядки, вызванные, естественно, и Хамасом в первую очередь, а в сентябре 2021 года собирается некая такая конференция под названием «Наши планы на будущее». И вот на этой конференции обсуждается вопрос того, как именно, в общем, провести эту операцию. И там описана не просто сама операция Туфан аль-Акса, не просто сама операция 7 октября. Естественно, дату еще не выбрали тогда. Про дату и тоже интересно, потом я скажу пару слов про дату. Но там описывалось, как именно мы собираемся это сделать, и главное, что мы будем делать после того, как мы завоюем обратно всю Палестину. То есть сама цель, может быть так, стратегическая, не тактическая. Они прекрасно понимают, что тактически это сложно было бы вот прямо сейчас сделать, но стратегия была следующая. Когда мы завоюем весь Израиль, то есть всю Палестину, то кого мы убьем, кого мы оставим, что они должны нам отдать, мы будем жить в их квартирах. Может быть, не стоит сжигать сразу все их дома, их имущество, потому что нам еще понадобится. Врачей убивать не надо, потому что они пользу приносят. Подумаем, кто еще пользу приносит. Вот это все, почему я это знаю? Потому что у них есть документ, в котором все это расписано. И этот документ полностью задокументировал вот эту вот конференцию, которая прошла в сентябре еще 2021 года. Какими методами они собирались сделать? Вот точно так же наземное нападение по воздуху, по воде? Они не описывали по воздуху, но они описывали метод того, что заходит огромное количество палестинцев и начинает резню. Теперь интересно было то, что они были уверены, что в этом всем примут участие и другие различные прокси Ирана тоже, и что Иран подключится, и что все арабские страны подключатся. То есть у них было некое такое идиллическое видение того, что должно произойти для того, чтобы эта цель наконец реализовалась. Цель не новая. Эта цель описывается в различных палестинских чаяниях и СМИ, между прочим, на протяжении огромного количества лет. Потому что вот это вот ощущение того, что Израиль является, само его существование является досадной исторической ошибкой, этот месседж, Роман, его преподают детям и преподносят детям на протяжении последних 100 лет. Теперь, когда я говорю про Израиль, я даже не говорю про само государство Израиль. Это тем более как большая такая болячка на теле. Я сейчас, кстати, цитирую. Это как раковая опухоль, говорят они, на теле арабской палестинской родины. Вот это цитата. Эту цитату я первый раз услышала больше 20 лет назад, 25 лет назад примерно, по палестинскому телевидению. Совершенно нормальному. То есть не Хамас, ничего. То есть вот эта вот раковая опухоль на теле арабской родины, это всего лишь одно из выражений, которое используется против самого существования государства Израиль. И чаяние исправить эту историческую ошибку в их глазах, оно настолько легитимно, что все средства оправдывают эту цель. Ты вот сказала про документ и то, что там описывается, что другие прокси Ирана поддержат всю эту идею. С этими прокси Ирана и с другими мусульманскими, арабскими республиками это было оговорено, это было все совместное вот это решение, не только там. Кто в этом всем, скажем так, был в курсе событий более-менее, а кто не понимал, и даже так, кто собирался присоединяться и в конце не присоединился. Несколько лет тому назад стало ясно, что Иран готовит огненное кольцо вокруг Израиля. Но когда я говорю несколько лет, это большой комплимент на самом деле, потому что речь идет о войне идеологической Исламской Республики Иран против всего западного изначально. И они видят в США и в Израиле большого сатану и маленького сатану. Это еще с февраля 1979 года, это не новость. В 1981 году вышел первый документ, который описал это все на английском, чтобы было доступно врагу тоже. Документ этот является переписью, то есть это запись одной из речей Хомейни, который организовал всю эту революцию, Аятолла Хомейни.
Вот. И в этом документе описывается, как мы должны относиться к Америке, как мы должны относиться к Израилю, как мы должны относиться к коллаборационистам внутри Ирана, ведь войну ведут и против иранцев тоже. Вот. И, в общем, и так далее. Но вот так, чтобы физически начать вкладываться в прокси, которые могут действительно уничтожить Израиль, если массово их всех подключить, по крайней мере, в видении Ирана, этим они стали заниматься пару десятков лет тому назад. И с легкой руки Касема Сулеймани, который занимался этим как глава сил Кудс, в принципе, чья роль и заключалась в том, чтобы создать достаточное количество прокси на Ближнем Востоке, которые бы защищали Иран, с одной стороны, физически своим присутствием, как Хизбалла, например, или как Сирия, например, во времена Асада. Это с одной стороны. А с другой стороны, их главная цель была окружить Израиль и, в общем, устроить некое такое вот 7 октября. Как мы знаем, что именно вот такое вот 7 октября планировалось? Но они планировали это со всех сторон сделать. Да, со всех потому что у границ. них был совет, который собирался раз в X времени. И этот совет начал собираться все чаще и чаще после 2019 года. Все-таки какие страны там должны были Сейчас участвовать? объясню. Речь не в странах, речь в прокси. Прокси – это далеко не всегда страны. Речь идет о террористических организациях. Итак, Иран, понятное дело, как страна, которая это все организовывает. Хизбалла из Ливана. Главный прокси Ирана, самый удачный, самый успешный, который, естественно, должен был быть как бы вот первым, кто идет через границу, начинает убивать израильских граждан. Такой же 7 октября, только хуже. Дальше. Иракские вооруженные силы, которые называются иракские милиции, шиитские иракские милиции, которых вооружает Иран, спонсирует Иран, снабжает всем, что нужно. На данный момент они находятся сейчас, часть этих милиций, как Хашид и-Шааби, находятся буквально у руля сегодня в Ираке, но они намного более слабые, чем могли бы быть. Хуситы в Йемене, о которых вдруг все услышали после того, как 7 октября произошло. И, естественно, Сирия, которая предоставила свою границу с Голанами, с голландскими высотами израильскими, для того, чтобы через нее прошло все это добро, в том числе. Значит, Хамас и исламский джихад у нас остаются, как оставшиеся прокси, палестинские прокси Ирана, суннитские, а не шиитские. Они отличаются от них всех. Они не отличаются только по одному признаку. У них общая цель вместе с Ираном, а именно уничтожение государства Израиль и, в общем, нанесение наибольшего ущерба евреям, которые здесь живут. Надо сказать, что во время 7 октября пострадали далеко не только евреи. Пострадали израильтяне, не евреи, пострадали арабы-бедуины, пострадали арабы не только бедуины, пострадали даже друзы в какой-то момент. То есть мы говорим про друзскую семью, которая находилась в одном из кибуцей. То есть пострадали израильтяне. Они даже не разделяли по принципу араб или не араб. Скажи, а Иордания и Египет? Иордания и Египет, они относятся к совершенно другой оси. То есть есть несколько аксисов таких на Ближнем Востоке. Они относятся к тем суннитским умеренным странам, которые находятся, во-первых, в мирных соглашениях с Израилем. Даже если этот мир, он холодный мир, он все равно лучше, чем горячая война, по крайней мере, на сегодняшний день. И надо сказать, что иорданская граница сейчас представляет все большую угрозу, поскольку не потому, что Иордания хочет чего-то сделать, а потому что и они находятся под той же самой угрозой, что и мы. Иран не гнушается различными способами для того, чтобы атаковать Израиль, и использует очень цинично иорданские ресурсы для этого в том числе. То же самое с Египтом. Они не были замешаны никаким образом в 7 октября. Больше того, даже несмотря на то, что вот сейчас я описала целый аксис иранский, который и планировал такую атаку, Хамас это сделал не в соответствии с самим планом. То есть они выбились из хора и случайно не вовремя нажали на курок. Теперь вот вопрос даты. Мы задавались вопросом даты очень долго. Мы не могли понять, когда я говорю мы, это все, кто 7 октября проснулись, те, кто имел хоть какое-то отношение вообще к армии, к различным службам безопасности. Мы поняли, во-первых, что происходит достаточно быстро, а потом, когда первичный шок, он еще долго не сходил, но когда совсем первичный шок сошел, каждый из нас связался, в общем, со своими частями и начал работать свою работу. Так я могу сказать, что первое, что интересовало всех, это присоединится ли Хизбалла прямо сейчас, север находится в опасности или нет, насколько Хамас проинформирован или нет о том, что происходит на самом деле.
то есть кто еще присоединится туда. И это был не только Хамас, нужно добавить, что там были различные фракции, исламский джихад, некоторые фракции Фатха в том числе. То есть мы, когда говорим про палестинскую автономию как про совершенно что-то отдельное, это не что-то отдельное. Там есть много всего общего в этом плане. Я уже не говорю про идеологию, которая тоже базируется во многом на том, о чем я говорила в связи с Хамасом. Этого не случилось. Хизбалла не присоединилась. Иран не присоединился. Интересный факт, Рома. В 7 утра, в 6:29 все начинается, в 7 утра радио Эль-Акса, то есть радио Хамаса, начинает вещать, и вещает там Мухаммад Деф, глава еще тогда военного крыла бригады Задин Аль-Кассам. Он вещает и говорит о том, что мы сейчас находимся внутри Израиля, арабы в Израиле и все остальные арабы, которые вообще есть, присоединяйтесь сейчас. Мы завоевываем Палестину. Вот такими словами. Что, как присоединяться? Возьмите все, что у вас под рукой просто находится. Возьмите топоры, возьмите ножи, возьмите палки, бегите, начинайте убивать евреев. Берите машины, начинайте всех просто буквально давить в машинах. То есть он призывает к массовым терактам внутри Израиля, пытаясь таким образом как бы сказать, мы уже на волне, присоединяйтесь к потопу. Ты имеешь в виду, призывает арабов, которые находятся внутри Израиля? В том числе. Израильских арабов, в том числе. Ко всем обращается. В том числе. Обращается, он прямо говорит, кто? Он говорит, арабы наши братья из Палестины. Это одни, это из Дефа. Дефа это то, что называется западный берег, да? Вот, то есть Иудея и Самария. Он говорит, арабы дахель, то есть те, кто находится внутри Израиля, израильские арабы. Еще их называют иногда арабами 48-го года. Он обращается и к ним, и к тем, и говорит теперь, наши братья из Хизбаллы, наши братья из таких-то милиций в Ираке, наши братья из арабских стран, присоединяйтесь сейчас. Теперь арабские страны вообще спят и не понимают, о чем вообще речь идет, потому что они не в курсе этого всего. Они не знали. Хамас это сделал без участия других прокси, то есть? Вообще никак. А почему так случилось? Почему это было не совместное нападение? А вот это вопрос, его надо задавать уже Яхья Синвару. Я думаю, что в какой-то момент мы узнаем, почему это именно случилось так. Я думаю, что в какой-то момент он смог определить определенную как бы индикацию, то, что называется издамнут мифцаит на иврите, то есть это как... У тебя есть окно возможностей, его нужно использовать. Теперь я расскажу про саму дату. Изначально Хамас планировал это сделать за полгода до, в Песах 2023 года. Причем, если вы помните, тогда с севера был обстрел из Ливана, и стреляла не Хизбалла по Израилю, а стрелял Хамас с севера. То есть у Хамаса есть фракции в различных странах, в том числе в Сирии и в Ливане. И, в общем, они обстреляли, посмотрели на обстановку, армия подняла уровень боеготовности, и они решили не наступать сейчас. Примерно похожее началось и в Симхат Тора, то есть как раз 7 октября 2023 года. Они начали обстрел, а до этого они начали различные всякие, в общем, операционными методами различными проверять готовность армии. Армия не подняла боеготовность. День до этого армия не подняла боеготовность ночью, то есть ничего из этого не случилось, и тогда было принято решение, оно было достаточно спонтанное решение, достаточно спонтанное, при том, что речь идет о тысячах людей. Сейчас в общем, мы выходим сейчас. Вот он главный наш боевой час. Хизбалла напала на нас 8 числа. Хизбалла на нас напала только ракетами, и обстрелы начались. Да. Обстрелы, заметь, начались очень так латентно. То есть они начались потихоньку, то есть то, что в Израиле называется капет. То есть начали с самых близлежащих населенных пунктов, потом начали распространять дальше и так далее. То есть Хизбалла, а тогда еще Хасан Насралла был генеральным секретарем Хизбаллы, легендарный генеральный секретарь Хизбаллы Насралла решил, что он покажет поддержку таким образом, при этом не подставляясь, думая, что его задействуют в более как бы так подходящий час. То есть этот его расчет явился просчетом, он просчитался, потому что если бы он напал как раз в это время на Израиль, ослабленный Израиль в этот момент не смог бы так обороняться, как он оборонялся, в общем, позже. Но почему он 7 числа не напал? Почему это отличный вопрос. И этот вопрос задавали и ему тоже. И его ответ был тогда, что он как бы его, что, во-первых, нужно было понять, стоит ли это делать или не стоит, потому что понимая, что если Хизбалла присоединяется сейчас 7 октября или 8 октября тоже начинает операцию, которая включает в себя такие же методы, как у Хамаса, что и планировалось изначально,
то тогда, естественно, Израиль нападает на Хизбаллу и полностью ее стирает с лица земли. И вопрос, в общем, был только в одном. А стоит ли сейчас шкурка выделки? То есть, может быть, стоит подождать. Может, у нас будет потом шанс так вдарить по Израилю, как Хамасу никогда и не получится. То есть у Хамаса никогда бы не получилось так. Хизбалла просчиталась еще раз, потому что они не знали о тех планах, которые были у Израиля в плане Хизбаллы. Израиль подождал и начал войну с Хизбаллой тоже. Ты сказала интересную вещь, что Хамас обращался вот по радио ко всем арабам, Да. в том числе в Израиле. Значит ли это, что арабы, которые внутри Израиля, они слушают это самое радио? Это отличный вопрос. Надо сказать, что если мы зададим этот вопрос израильским арабам, многие из них скажут, что они не просто не слушают это радио, они не знают о его существовании. Другие скажут, да, мы слушаем это радио иногда для того, чтобы знать, что происходит на той стороне. Некоторые скажут, мы не просто слушаем, но мы тоже про Хамас. Окей? Они не скажут это в открытой беседе тебе, например, но они могут это сказать при различных обстоятельствах. С другой стороны, израильские арабы в этот момент, они были настолько испуганы тем, что происходило, что большая часть людей, с которыми мне довелось разговаривать в те дни, недели, а потом и месяцы, говорили о том, что для них это явилось, наоборот, катализатором уйти очень сильно от своей более палестинской самоидентификации в сторону более израильской самоидентификации. Мы же говорим о людях с гибридной самоидентификацией. Примерно как и мы. Мы говорим на разных языках, у нас разные ментальности в одной голове уживаются. У них то же самое, плюс добавь тот компонент, когда их разные самоидентификации, они друг другу как бы противостоят. Потому что очень сложно быть и израильтянином, и палестинцем. Okay? Но можно быть израильским арабом. Многие из израильских арабов именно так себя и позиционируют. Они говорят, мы не палестинцы, мы израильские арабы, для нас вот важно быть израильтянами. Я могу тебе сказать, что первый же опрос, который прошел в январе 2024 года, то есть 3 месяца после начала войны, который включал в себя вот такие вот вопросы, показал, что израильские арабы, у них совершенно были бешеные цифры поддержки Израиля против Хамаса. Никому из них не понравилось то, что мы делаем в Газе. Это однозначно. Позже, уже полгода спустя, эти опросы начали тоже резко падать в плане симпатии к Израилю и к израильтянам. Но не было вот этого вот массового порыва присоединиться к Хамасу. Наоборот, многие из них очень испугались. Один из них мне рассказывает потрясающую историю. И он, кстати, живет в Восточном Иерусалиме, где очень много про-Хамаса. И многие хамасники тоже там находятся. Восточный Иерусалим – это одно из самых опасных в плане идеологически, как бы в идеологическом плане мест в Израиле, потому что там как бы нету на самом деле границы, то есть эта граница, она условная. Вот, например, Кфар-Акаб, который считается под израильской как бы границей, то есть внутри израильской границы, на самом деле там намного больше палестинцев, которые любят Хамас и про Хамас. Так вот, я разговаривала с людьми оттуда тоже. Некоторые были в полном восторге от того, что делает Хамас, а некоторые сказали, все, я бросаю это все навсегда, потому что они убивают наших же. Они убили арабов, они убили беременную арабскую женщину, мусульманку, они убили мусульманских детей, точно так же, как они убивали еврейских детей. То есть, и вдруг для них открылся совершенно какой-то новый, я бы не сказала мир, но новое окно уже в какой-то другой мир. То есть им уже было понятно, что не все черное и белое, а и серое. То есть это стало катализатором разных процессов, которые некоторые оттолкнули, некоторые, наоборот, приблизили их к израильской реальности. Ты сказала про тот документ, который уже есть публично, о том, что они готовили, вот эти все у них были заседания. Но Израиль же знал про это? Ты знаешь, вот самое, наверное, неприятное во всей этой истории, это то, что было много разных документов, и много разных фактов, и много разных факторов. И именно из-за того, что в том числе Хамас использовал постоянно, скажем так, он совершал тренировочные различные движения возле границы столько лет, что в Израиле привыкли относиться к этому как к обычным провокациям. И этот документ, это не первый такой документ. Я такие документы читала еще когда работала с палестинскими СМИ много лет назад. Больше 20 лет назад такие же документы выходили. Это вот чаяние палестинского народа, это фантазия такая. Вот мы хотим писать и пишем, свобода слова же, да? Так вот, Рома, к этому документу никто всерьез не отнесся. А уже позже начали понимать, что когда Яхья Синвар что-то говорит, он реально думает о том, как это воплотить в жизнь. Я тебе больше того скажу. В 2017 году Хамас в Газе делает вид, что он меняет фазу, и из джихадистского такого
из джихадистской террористической организации, которая уже давно имеет правительство и властвует в Газе, они вдруг превращаются в менее радикальных, как это пытаются интерпретировать многие политики, многие журналисты и даже многие востоковеды. Они выпускают новый документ, который должен был заменить манифест Хамаса, который абсолютно антисемитский, дико джихадистский, и во многом как бы и является как бы гарантией того, что произошло 7 октября. И говорят, мы типа заменяем сейчас наш манифест новым документом, в котором мы, в общем, говорим о том, что наши цели в основном, они гражданские, мы хотим, в общем, хорошей жизни для палестинцев в Газе, мы готовы вкладываться сейчас в это и так далее. Почему, во-первых, им нужна была такая трансформация? Во-первых, потому что в этот момент Хамас находится в дикой изоляции, в принципе, в арабском мире в том числе, из-за того, что были определенные изменения геополитические, в том числе в Египте, где, если после падения Мубарака во время арабской весны, то восстали братья-мусульмане, которые были избраны демократическим путем, кстати. И сейчас, если сделаешь выборы в Египте, опять изберут братьев-мусульман, а Хамас является дочерним движением братьев-мусульман. По этой причине у них были прекрасные отношения с Мухаммадом Мурси, который стоял во главе Египта аж целых 1,5 года, а после этого ему на смену пришел Абдель-Фаттах ас-Сиси, тот самый президент, который гнобил братьев-мусульман и заставил их многих, в общем, так сказать, бежать из Египта, других бросил в тюрьмы и так далее, и вообще все это движение запретил в Египте. Это уже 3-й раз, надо сказать, что движение братьев-мусульман, которое было основано в Египте, запрещено у себя на родине. А Хамас вот как бы продолжает свою жизнь, и как бы, что ему теперь делать, если Египет ему не помогает? Значит, деньги не приходят ниоткуда. С палестинской автономией они разругались ужасно в этот момент еще раз. То есть зарплаты через Абу Мазана не переходят. И, в общем, им нужно показать, что, в общем, всему миру, что, несмотря на то, что вот у них был такой манифест, в котором они ведут себя абсолютно, кстати, надо сказать, как Аль-Каида, только местного разлива, и есть связь. Я не просто так упомянула в СУ и Аль-Каиду, связь есть, те же самые истоки. Вот. То они говорят, мы сейчас сделаем новый документ, в котором все увидят, что мы современная политическая организация. И этот документ, он бросает песок в глаза всем тем, кто очень хочет увидеть какое-то будущее и с Хамасом в том числе. Думая о том, что палестинцы, они как бы больше предпочитают Хамас, избирают постоянно Хамас на демократических выборах, которые были в 2006 году, например, а потом во всех опросах Хамас всегда лидирует до сих пор. Значит, окей, у нас как бы прогресс налицо. В 2017 году происходит еще одно событие. Именно Яхья Синвар заменяет Исмаила Ганиева как главу, в принципе, правительства Хамаса в Газе. Исмаил Гания заменяет Халида Машаля как глава, в общем, самого главного офиса Хамаса, в принципе. Вот, то есть у них идет такая преемственность. И вдруг все говорят, Яхья Синвар, может быть, столько лет вот он провел в израильских тюрьмах с израильтянами, и его как бы оперировал израильский врач, спас ему жизнь. Может быть, там что-то такое, в общем, кликнуло. Завербовал его Израиль. И да? Понимаешь, самое интересное, это он завербовал ведь Израиль, потому что вся эта концепция, которая была построена на том, что мы верим тому, что нам Хамас говорит, и что мы думаем, что если мы платим им деньги, то это как бы откуп такой. Знаешь, что мне это напоминает? Помнишь все эти сказки про дракона, которого нужно кормить постоянно молодыми людьми, да, женщинами, девочками, мальчиками? Это вот оно. Думали, что можно откупиться от дракона. Знаешь, у нас было интервью с арабом из Газы, Дор Шахар, наверное, Да, ты его знаешь. Конечно. Который жил там, сбежал оттуда, у него такая длинная история, это было большое интервью, и он рассказывал интересные вещи. Кстати, я буду сегодня не раз к нему возвращаться, чтобы послушать, что ты думаешь по этому поводу. В том числе он говорил о том, что, я примерно процитирую, что у израильтян, у многих, как раз вот это слабое место, это вот лесть, когда и их учили в Газе. Ты им должен улыбаться, ты им должен признаваться в любви, мы лучшие друзья, все хорошо, все классно. Израильтяне этому верят, приглашают их на работы, к себе домой, в кибуцы, но при этом даже его отец, который 27 лет работал в Израиле, по-моему, таксистом, связан с Хамасом, возвращался домой и вынашивал план, как убить тех евреев, кого он подвозит на такси. То есть, с твоей точки зрения, оно так и происходит? То, что происходило с теми людьми, которые жили в Газе, однозначно. Я могу сказать, что там общество, которое за последние несколько десятилетий взросшено на промывание мозгов. То есть, то,
то, что я уже сказала по поводу исторической ошибки, в кавычках, то есть Израиль, да, то есть а для них все, что есть Палестина, это наш дом. Вы живете на нашей земле, вы оккупанты, мы можем сделать все, что угодно для того, чтобы вернуть к себе наши земли. Земля важнее, чем жизнь. Это важный принцип, который учат. Это часть религии, между прочим, это не только часть восприятия только Хамаса. Но Хамас превратил это общество закрытое, надо сказать, в что-то невообразимое. Это напоминает нам нацификацию Германии, с одной стороны, а с другой стороны это еще хуже, потому что это основано на религиозных принципах, которые можно довести до абсурда, что, в принципе, и сделали. То есть радикализация общества, она происходила и через религию, и через национальные чаяния. Больше того, их настолько дезинформируют, что когда мы слышим от них историю Палестины, Израиля, палестинцев, Газа и так далее, то мы понимаем, что они на полном серьезе уверены в том, что все их проблемы, они только от существования евреев и Израиля. Когда ты так дегуманизируешь и демонизируешь вторую сторону, ты можешь уже вести себя как угодно, ты всегда будешь думать о том, что их нужно убивать. Потому что если перед тобой стоит демон, а если израильтянин этот демон, неважно, будешь ты у него работать, получать деньги, там, дружить с ним якобы во внешнем своем проявлении, внутри ты будешь воспитывать своих детей, тоже их ненавидеть, убивать. Ну, то есть одна из ошибок Израиля, израильтян, не всех, это именно вот вера, да, в дружбу, что с ними можно дружить, их кормить деньгами, приглашать к ним домой. То есть можно ли сказать, что это одна из таких ошибок израильского общества, что могло привести к 7 октября? Я думаю, что тут на самом деле не стоит все бросать на веру. Вера может быть разная, она может быть основанная, а может быть безоснованная. Тогда давай я с твоего разрешения даже добавлю безоснованная вера. Когда у тебя нету никаких оснований верить, а ты продолжаешь верить, потому что у тебя как бы другого выхода и нет, но есть всегда другой выход. Его надо принимать во внимание, даже если он кажется сейчас чем-то, что тебе не хочется делать. Я скажу это сейчас здесь, я говорю это сейчас и в эфире тоже. Дело в том, что на протяжении всей этой войны самый ожидаемый исход этой войны была оккупация Газы, реоккупация Газы Израилем. Да. Потому что ты не можешь никогда допустить, чтобы такое зло выросло возле тебя и не иметь никакого контроля после этого на распространение этого зла, то есть над распространением этого зла. И при этом Израиль очень не хотел этого делать. То есть Израиль до сих пор не хочет оккупировать Газу. Для Израиля это является достаточно красной линией. Могу сказать, что во многом и в армии не хотят этого делать. И теперь я израильтянка, я прекрасно понимаю, почему. Никто из нас не хочет, чтобы наши дети служили в Газе. Никто. Никому это не нужно. С другой стороны, у тебя такая ситуация, когда тебе приходится выбирать. Либо у тебя там армия, либо у тебя там чужая армия, включая перевоспитание, дерадикализация. Это занимает десятки лет, это не вопрос 1-2 лет. Либо у тебя будут происходить такие 7 октября намного чаще. Потому что сейчас, знаешь, когда они уже опробовали этот метод, они увидели, насколько он эффективен, это будет продолжаться. И далеко не только из Газа. Вернемся к 7 октября. Вот я тебя вначале спросил, все-таки цель основная, которую ставил перед собой Хамас, там же только был Хамас, вот финал 7 октября, как они видели, как они представляли, причем понимая, что они идут одни, без поддержки других прокси, то есть как они видели финал вторжения? Тут будет разноплановый ответ, потому что у них было несколько целей. Первая цель, она была тактическая, они были в полной уверенности, что арабы из Иудеи и Самарии, то есть с западного берега, обязательно к ним присоединятся. Больше того, у них прямо есть планы по вторжению, которые показывают, в каких именно точках они встречаются с палестинцами с западного берега, которые придут из Иерихона, которые придут из Хеврона, которые придут еще тут. Вот это вот все было. Но интереснее было понять, а почему вот именно сейчас? А что вот именно сейчас должно такого произойти, что превращает само 7 октября в дату, которая вот должна произойти в определенный тайминг? И первое, что мне пришло в голову тогда, и на поверку оно оказывается правдой, по многим различным документам, которые нашли потом от Синуара же, это то, что намечалась нормализация между Саудовской Аравией и Израилем. Естественно, под эгидой АЙМЕК США, то есть это тот самый торговый коридор, о котором все говорят от Индии до Европы через Ближний Восток, который как бы невозможен, если он проходит через Израиль, да, без нормализации между Саудовской Аравией и Израилем. В это время палестинский вопрос, который палестинцы хотят, чтобы он все время находился на повестке дня,
он потихонечку как бы улетучивается, и вот уже энное количество лет никто не говорит о палестинском государстве, о двух государствах для двух народов. Вот я же не говорю о том, что Палестина – это единое государство без Израиля. И Яхья Синвар принимает решение вместе с Мухаммадом Дефом. 2 человека. У них были другие тоже, но 2 человека это все, в общем, проводят. Никто не знает, кстати, кто больший стратег в этом плане. Мухаммад Деф, который очень-очень опытный, еще со времен Второй интифады, если не до этого, и Яхья Синвар. В общем, и они строят некий план, который позволяет им вернуть палестинский вопрос на повестку дня. И теперь, Рома, кто оказался прав? Палестинский вопрос не просто на повестке дня, то есть он находится сейчас в центральных, всех городах Европы и Америки с флагами палестинскими на демонстрациях. Это тоже что-то, на что рассчитывал Яхья Синвар. Больше того, они призывали к этому не только через Хамас, а у Хамаса есть глобальные филиалы, то есть филиалы в разных странах, вот, но и через, в принципе, братьев-мусульман, которых спонсирует Катар. Они были уверены в том, что это произойдет либо с легкой руки Ирана, либо с легкой руки Катара, и они не ошиблись. Сегодня все говорят о том, что неважно, какая будет нормализация, неважно, какое будет соглашение, в том числе соглашение, которое Израиль подписал сейчас в Шарм-эль-Шейхе, все эти соглашения, все эти нормализации, они включают в себя обязательно пункт о возможном будущем палестинском государстве. Это же потрясающе вообще об этом думать сейчас. Если мы бы с тобой разговаривали в начале 2023 года, то в нормализации палестинский вопрос, если упоминался очень вскользь. А сегодня он на повестке дня. То есть одна из целей о том, что мир заговорил про всю эту историю, поднял вопрос о создании палестинского государства. То есть это тоже была цель, которую, Абсолютно. в принципе, они, можно сказать, достигли. Абсолютно. Вот эту часть они достигли, это железно. Палестинская проблема, она вновь находится в центре внимания всего мира. В этом плане да. Теперь остается другой вопрос. В чем они проиграли? Я могу тебе сказать, что они проиграли капитально. Хамас уже не будет существовать как настоящая организация у власти ни в Газе и ни в любом другом месте. Я могу сказать, что если есть вот хоть какой-то результат от этой войны, то это вот первый результат. Я знаю, что у нас есть много скептиков, которые посмотрят это интервью и скажут, ну как же так, вот они же сейчас уже опять у власти в Газе. Нифига. Потому что то, что происходит на самом деле на территории Газа, оно сейчас очень мало освещается. Все источники, которыми я пользуюсь только источниками Хамаса, источниками исламского джихада. То есть я сейчас базируюсь на людях, которые там реально есть. Я уже не говорю о том, что я базируюсь на террористах, которые там реально есть. Ты реально видишь ситуацию Я внутри, реально могу которая тебе сказать, происходит. что ситуация, которая там происходит, она дико плачевная, в том числе до Хамаса тоже. То, что сейчас пытаются показать, что они у власти, несомненно, у тебя есть группировки, которые у власти. Несомненно, Хамас удерживает до сих пор тела заложников, которые еще не отдали на момент этого интервью. Почему? Потому что для них это гарантия того, что они смогут еще вот какое-то время сформировать еще какой-то отряд и вернуться еще немножко к, в общем, гуманитарке, которая туда заходит, естественно, тоннами, сотнями тонн, и, в общем, продолжать это продавать через себя, то есть оставляя себя у власти еще какое-то время. Потом дальше. Вполне вероятен сценарий, что Хамас получит теневые различные, в общем, возможности быть у власти, но, еще раз, тут уже совершенно другой вид власти, это раз. 2. Хамас уже не является легитимной организацией в глазах мира, между прочим. То это то, что называется, я достиг того, что я достиг, но самоуничтожением. То есть в какой-то мере это акт наибольшего самопожертвования, то, что произошло тут. Это и есть шагада или истишхад, к которому все стремятся, в том числе в Хамасе. Когда я говорю все, я говорю про террористические исламские организации. То есть во время джихада что самое лучшее, что ты можешь сделать? Ты можешь стать святым мучеником. Именно да. так, смертником. И Да. это то, что произошло с Хамасом. Он отдает себя в жертву ради палестинской проблемы. Теперь остается вопрос. Будет ли это являться каким-то, скажем так, позитивным или негативным триггером для других палестинцев? И я могу сказать, что ответ кроется даже не в этом, а в том, останется ли что-то от Газы в руках не палестинцев. Потому что если, придя в Израиль для того, чтобы реоккупировать или вернуть себе Палестину,
И в это время, вместо того, чтобы вернуть себе Палестину, ты потерял еще и те несчастные куски, которые у тебя были, то вместо достижений тебя будет потом история судить за это. И будет говорить о том, что... То есть я с тобой сейчас говорю исключительно внутри шкалы ценностей палестинцев, не израильтян, не западных людей. Только палестинская шкала ценностей. Ты потерял еще кусок Палестины. А что ты сделал сегодня для человечества? Понимаешь? Неважно, для них не важно, сейчас было убито 50 тысяч палестинцев, 60 тысяч, 70 или даже 100 тысяч. Естественно, я не озвучиваю сейчас эти числа как настоящие, я говорю то, что они говорят. Это не имеет значения, потому что значение имеет только одно – Палестина. Достиг ли ты больших территорий или нет? Так Уже вот, исторический факт, который останется. вот именно. Его всегда можно будет повернуть, всегда можно повернуть исторические факты, но вот если ты потерял кусок земли, ты уже ничего не сможешь доказать. Все-таки физически 7 октября в их планах, докуда они хотели зайти? Они прям хотели весь Израиль или до конкретных? Я думаю, что городов? они понимали прекрасно, еще раз, и Дев, и Синвар, что весь Израиль они никаким образом не захватят. Там всего лишь Докуда было территориально? 3-4 тысячи человек, которые зашли именно из Хамаса, исламского джихада и других фракций. Остальные, те, которые заходили, мы доходим до 7 тысяч человек overall. Да. Это простые палестинцы, которые ни в чем якобы не замешаны, включая дети. Включая дети и старики. Некоторые из них расстреливали людей. Вот, то есть это мы тоже знаем, да. Да, да. Ну, условно, до Тель-Авива они бы могли дойти? Планировали? Они могли планировать. Я просто могу тебе сказать, что там было несколько карт, и на этих картах обозначены были разные пункты. Они планировали захватить Ашкелон, например, полностью. Они планировали дойти до Бер-Шевы. Они понимали, что, может быть, у них хорошо что-то получится, и они, да, смогут дойти до Тель-Авива. То есть кто-то прорвется, уже как акт такой показательный больше, чем захват настоящий. Но они, да, планировали на юге, то есть сойтись с Иудеей и Самарией, то есть с западным берегом. И вот тогда ситуация была бы другая. Они планировали, что будет как бы некое возгорание на западном берегу, которое не позволит уже арабским странам оставаться в стороне, и начнется еще одна война типа за независимость, но на этот раз за независимость палестинцев. Их стратегия была идти по Израилю, уничтожать все на своем пути. Да. Дома, людей, взрослых, женщин, стариков, детей, всех младенцев, подряд. как ты видишь. То, что и происходило. То, что происходило. И ты знаешь, самое интересное то, что, судя по их картам, они не планировали никаким образом останавливаться на Нове. Да, И да. Нова спасла, видимо, вторжение в Ашкелон и вторжение в дополнительные пункты. Они там немного забуксовали, можно Немного. так сказать. На много часов. Да, и на Нове. Да. Они о Нове не знали? Они о Нове не знали. То есть для них это было неожиданное Неожиданный препятствие. сюрприз. Да. Неожиданный В сюрприз. последний момент поняли, да. Почему в их стратегии, идя вглубь Израиля, уничтожая все подряд, почему они делали и планировали убивать в том числе и детей, и стариков? И это связано с чем? Это идеология, это ненависть. Почему? Тут очень спорный вопрос. Я тебе объясню почему. С точки зрения идеологии, особенно религиозной, это является большим грехом. Потому что можно убивать комбатантов, то есть боевиков. Цель была убивать боевых мужчин, может быть, женщин, если они тоже являются солдатами, солдатками. Но по законам ислама нельзя убивать стариков, нельзя убивать женщин просто так, И детей. гражданских, а детей уж тем более, особенно младенцев. Нельзя насиловать, нельзя издеваться так над телами и так далее, и так далее. Я тебе больше того расскажу. Один из самых наглядных примеров до исламского времени, который сегодня в палестинском обществе очень ценится, но исламская религия относится к этому как раз очень двояко, это истории одной боевой, скажем так, вдовы, которую звали Ханса, и она потеряла в бою своих мужа, брата, сыновей и так далее. И поэтому, когда она, наконец, убивала кого-то из врагов, то она ела их внутренности. То есть она ела либо их печень, либо их сердце. И вот она прославляется очень у палестинцев. Именно у палестинцев. Хамас вспоминает эту Хансу день и ночь, я могу сказать, в различных телевизионных передачах. Ее изучают в школах как женщину-героиню, которая, в общем... Вот эти вот случаи, вот такие вот, именно, я не могу сказать, что только каннибализм, а тут совсем, это больше, чем каннибализм, тут издевательство ужасно. Вот это все, оно возводится в ранг чуть ли не святых действий, священнодействий, в том числе в воспитании Хамаса. Поэтому месседж, он двоякий.
С одной стороны, ислам запрещает то, что они делали. С другой стороны, добавлю еще то, что и бригада из Адин Аль-Кассам утверждают, что они не насиловали, они не убивали то есть гражданских, уж тем более детей. Вот, фигня. Многие из них да. Но при этом я могу сказать, что большую часть совершенно ужасных преступлений, которые были, в общем, произведены там, их как раз и этим занималось в основном местное население, которое приходило не просто без формы, а уж никаким образом и не было связано именно иерархически с бригадами мучеников Эль-Аксы или с Изадин Аль-Кассам или с другими военными крыльями террористических организаций. Поэтому сказать, что есть сейчас возможность отделить гражданское население Газы от комбатантов Газы, это mission impossible, просто почти невозможно. Не скажу, что там все в этом участвуют, нет, конечно. Но сказать тебе, что можно отделить полностью мирное население от немирного населения, нет. Больше того, заложники наши, которые возвращаются, они говорят то же самое. Они описывают случаи, которые просто уму непостижимы. О том, как их угоняли гражданские лица, чтобы продать их за деньги Хамасу или исламскому джихаду, или тому, кто больше, в общем, заплатит. То есть они совершали те же самые преступления, которые совершал ИГИЛ совсем недавно в Сирии и в Ираке. Мы недавно снимали в кибуц Нирос, и это как раз тот факт, я даже о нем, по-моему, написал в Фейсбуке, который я первый раз лично услышал. А у нас очень много свидетельств как раз то, что говоришь, что эти мирные жители, что это они все это делали и воровали людей. Мне было интересно вот эта мотивация, помимо убить евреев, окей. И они как раз рассказали, что да, людей мирные жители продавали в Газе Хамасу, Да. меняли за деньги. То есть вот она была мотивация. Да. Поэтому тащили как можно больше живых, раненых, как угодно. Это все воспринимается, это не единственная мотивация, есть и моральная мотивация. У этого тоже есть моральная подоплека. Нужно понять еще раз, они живут в обществе, которое полностью, у них промыты мозги. Они живут по другой шкале ценностей. Это не люди, которые ценят жизнь, это люди, которые ценят смерть. Больше того, они говорят о том, что это то, что делает их сильнее, относительно слабых израильтян, которые слишком любят жизнь для того, чтобы воевать как надо. Окей? То есть вот это вот восприятие смерти и жизни, оно сильно отличается. Да, Поэтому- то есть мы живем, чтобы жить, они живут, чтобы умереть. Это Да. разные планеты, Да, разные и идеологии. тут важнее, то есть для них важнее вопрос чести в том, как они это видят, в том виде, в котором они, то есть в том смысле, который они вкладывают в это слово, тоже отличается для нашего общества и для их общества. И при этом всем, в общем, еще раз, там, естественно, есть семьи, которые каким-то образом умудряются выживать при другой шкале ценностей, но это все делается, знаешь, тихо на кухне. То есть, как раньше в Советском Союзе тихо рассказывали анекдоты на кухне, а на людях ты вел себя иначе, то же самое у палестинцев происходит в Газе. То есть тебе просто не комильфо говорить, что ненормально убивать евреев. Евреев, конечно, нужно убивать евреев. Ты немного начала говорить про религию. Я бы хотел как раз вот на эту тему более глубоко пообщаться. Про ислам, естественно. Вот 2 года, уже больше, да, вот мы занимаемся информационной войной, следим, что происходит в социальных сетях, потом мы стали снимать фильмы. И мы работаем очень много с аудиториями и с комментариями. Да. Как те, кто защищает Израиль, так и противники Израиля. Естественно, наблюдаем вообще, как меняется мышление аудитории разной. И ты знаешь, поначалу, еще когда где-то обсуждался ислам в комментариях, еще достаточно лояльна аудитория и в Израиле, и в мире говорила, не весь ислам такой, ну не все такие, не все террористы. Но последние, вот через 2 года, то, что в сети, вот люди в мире, не только в Израиле, начали рассуждать вообще по-другому. То есть, что однозначно все говорят, опять же все условно, да, кто участвует в комментариях, что пишут, уже хватит верить в ислам, что это хорошая, добрая религия, это все, это террористы, нету им веры, мы шарахаемся их там подальше на улицах, от Аллаха Акбар уже подпрыгиваем. Это массово в мире. То есть то, что люди пишут, что уже доверие к исламу, как мирной, нормальной религии, оно все меньше и меньше. Тут, соответственно, вопрос, все-таки ислам это мирная религия или она все-таки исповедует террор? Вопрос, на который можно ответить только если принять во внимание контекст. Потому что мы говорим сейчас об огромной монотеистской религии, которая переживает сегодня кризис. А кризис, который она переживает уже 100 лет. То есть мы говорим сегодня у нас сейчас 2025 год, да? С 1928 года
ислам проходит через определенную реформу, и я бы сказала даже ренессанс, который является реакцией на то, что произошло с ним в результате Первой мировой войны, а до этого в результате колонизаторского проекта в принципе. Теперь реакция, которая происходит как бы не от хорошей жизни изначально, а потому что реформисты того времени, в том числе Хасан аль-Банна, основатель братьев-мусульман, о которых мы сегодня поговорили, они видели в западном влиянии тлетворное влияние, которое, в принципе, приводит к декадансу любого общества. И они очень не хотели, чтобы и в Египте в том числе, то есть все начинается с Египта, чтобы в Египте и на Ближнем Востоке, в принципе, в арабском мире, в принципе, в исламском мире, то есть я иду от малого к большому, чтобы там все менялось под влиянием Запада, потому что Запад, по их словам, он не может даже себя защитить. Теперь после 2 огромных мировых войн они приходят и говорят: мы же вам говорили, смотрите, что Запад сделал. Запад, который сейчас доминирует в мире, он приводит к тому, что десятки миллионов просто убивают. Огромные нации приходят к таким ужасающим идеологиям, как нацизм, фашизм и так далее, в общем, и продолжают. Теперь я цитирую еще раз не только Хасана аль-Банну, но я потом могу цитировать и многих других теологов того времени или философов ислама того времени, которые приходят все к одному выводу, что если мы хотим выжить и не потерять себя и свою культуру, нам нужно вернуться к истокам. А эти истоки у нас находятся в 7 веке, когда пророк Мухаммед изначально и начал распространение ислама, получив его как божественное, в общем, некое такое осенение. И самое интересное это то, что после того, как строится, в общем, весь этот идеологический религиозный фундамент, он начинает проходить радикализацию с одной стороны и адаптизацию с другой стороны. И оно не всегда идет вразрез, тут надо сказать. Сегодня проявление ислама в западном мире на данный момент, то, что люди видят, с чем они сталкиваются и почему, пишут тебе такие комментарии, с которыми я не согласна, как человек, который изучает ислам в принципе, это потому что единственное, где они сталкиваются с исламом, это как раз вот на стыке культур, там, где ислам радикализируется сильно для того, чтобы сохранить себя и свою культуру. Это реакция, это не проявление изначальное. При этом в исламе есть как минимум 5 направлений изначальных, 4 из которых достаточно умеренные, и только 5 достаточно радикальные. Теперь именно это радикальное, в общем, направление и является фундаментом то, о чем сегодня мы с тобой говорим. Потому что я говорю, естественно, про юридические, теологические школы внутри самого ислама. На данный момент то, что вот мы видим сегодня как современный радикальный ислам, Хамас, исламский джихад, Аль-Каида, ИГИЛ, это все проявление одного и того же. Это проявление именно радикальной части ислама. Ну, то есть, я правильно понимаю, не все мусульмане радикальны? Нет, арабы. нет, Давай конечно. будем говорить Арабы, далеко не все арабы мусульмане, начнем с этого. Ну да. Да, но те арабы, которые мусульмане, далеко не все радикальные, конечно, конечно. У тебя большая часть мусульман в мире, например, самая большая мусульманская страна Индонезия. Сказать, что вся Индонезия радикальная, нет, конечно. Там есть тоже радикальные течения. Их цитата в Коране про убить неверного. То есть они же ее как-то выполняют? Да. Они обязаны все выполнять? Давай только определим, что такое неверный по Корану. Кто не исповедует ислам? Нет. Окей, поясни. Окей. Есть разные, вот еще раз, тут в плане самого ислама и особенно в плане того, что написано в Коране, и далеко не все, что написано в Коране, оно потом как бы развивается дальше. Есть некоторые вещи, которые развивают, некоторые нет. Это пошло развиваться дальше сильно, могу сказать сразу. То есть именно джихад является очень важным. Многие говорят, что это 6-й столб ислама, другие скажут, это важный принцип в исламе, третьи скажут, секунду, джихад это вообще внутренняя борьба самого человека с самим собой. Например, суфии так часто говорят, а не вот то, что вот из этого показывают. Это вообще маленький джихад, а большой джихад это внутренняя работа. Так вот, если поговорить про неверных. В Коране неверный определяется 2 способами. Первый – это неверный, который является монотеистом. Народы книги Ахль-Китаб. Ахль-Китаб – это либо иудеи, либо христиане, либо в определенных контекстах зороастрийцы. Ведь они же тогда в 7 веке, как ты понимаешь, арабские экспансии исламские из Аравийского полуострова, они идут как бы в Сасанскую империю, то есть в Персию. И там зороастризм.
Так вот, часть зороастрийцев переходит в ислам, часть не переходит. Большая часть переходит в ислам в итоге, потому что в тот момент они считают зороастрийцев идолопоклонниками, то есть языческим народом, вот, или языческой религией. А это уже второй тип неверного. То есть если мы говорим про монотеистов, их убивать нельзя по Корану. Коран говорит о том, что «ла икраха фиддин», нельзя заставлять людей перейти в ислам, например. Если человек монотеист, значит, он уже верит в то, что есть единый Бог. Окей, не все как бы perfect, не все верят в то, что пророк Мухаммед, он пророк, поэтому не страшно, они будут платить специальный налог под властью мусульман, джизью, но они живут спокойно, у них другие права, часть прав у них есть, часть нет, все нормально, можно жить. Так что не всех неверных убивают. Кого убивают? Язычников. Тех, кто не верит в Бога, или тех, кто верит во многих богов. Так вот, я уже даю тебе пример того, что тех, кто не верит в Бога. Это уже у нас 19-20 век, это уже много веков после того, как Коран был и записан, и как бы sealed, да. И тогда мы говорим с тобой про то, что атеисты воспринимаются радикальным исламом как политеисты, потому что и атеисты не верят в единого Бога, точно так же, как язычники верят в многобожие. И поэтому они тоже подходят под ту же категорию неверных, которых нужно убивать. И теперь остается вопрос, как мы интерпретируем людей в Европе, например. Они атеисты, они христиане. Так вот, большая часть ислама, даже радикального, относится к христианам, как бы к европейцам как к христианам. То есть они не относятся к ним как к язычникам. Что уже дает больше возможности европейцам, например, выжить. Да? Если будет когда-нибудь война такая очень серьезная, как Гог и Магог, о которой все говорят, естественно, в радикальных течениях ислама, где уже ждут этой войны, буквально вот сегодня на завтра. Но я не досказала свой рассказ. Ты понимаешь, насколько все комплексно? Да. Тут все очень-очень непросто. Так вот, это разделение на неверных таких и на неверных других, это как бы классический ислам. Но такие люди, или такие направления в исламе, как Аль-Каида или как ИГИЛ, это направления, которые исходят из теологического течения, которое называется салафия. Салафия – это фундаментализм чистой воды. И вот салафия, она уже делит людей немножко по другому принципу. Она говорит о том, что на сегодняшний день и иудеи, и христиане, по большому счету, если они не хотят жить под властью мусульман, то они тоже неверны. И тогда их тоже можно убивать. Потому что они уже как бы отказались от единого Бога и от правильной веры и так далее. Поэтому на этот вопрос я отвечу теперь одним предложением. Это зависит от того, кого ты спрашиваешь. Но все равно то, что я от тебя услышал, в исламе есть призыв убить кого-то. Ну, то есть вот атеиста, да, допустим. Да. Я атеист, то есть в обычном исламе, том самом нерадикальном, то есть мусульманин имеет право меня убить. Нет. Теперь объясню еще. Обычный мусульманин не радикальный, он не будет жить, по большому счету, по всем законам шариата, точно так же, как евреи далеко не всегда живут по всем законам Аллахи. Правильно? Тоже, почему я сравниваю эти две религии? Потому что в отличие от христианства, где больше имеет значение догма, и в исламе, и в иудаизме большее значение имеют мицвот, то, что называется. Да? Окей, значит, получается так, большая часть мусульман, которые даже живут, например, если в шариатской стране, как Саудовская Аравия, далеко не всегда говорят о том, что обязательно нужно убивать сейчас всех неверных. Даже они же обязаны выполнять вот эти заповеди? Или они могут... Это не заповедь, во-первых. В исламе есть ровно 5 заповедей. Ровно 5. Все остальное это уже призыв к действию или не действию. Ты можешь... То есть ты не обязан это выполнять? Нет, ты, конечно, не обязан. По собственному желанию? Могу убить, могу не убить? Ты не обязан. Ты не обязан. Больше того, это не по собственному желанию, там тоже все сложно. Ты либо находишься в определенном обществе, где такое культивируется, где не культивируется. Есть ровно 5 столпов ислама. Убийство, неважно кого, оно не включается в эти столпы никаким образом. Поэтому, когда мы говорим о том, что многие говорят о том, что джихад является 6-м столпом ислама, даже говоря это, понимая, что мы подразумеваем в итоге убийство врага. Но это важно, потому что речь идет о священной войне. А священная война, она обычно ведется либо против тех, кто пытается тебя убить, поработить, забрать твою землю, то есть это нападение, да, и тогда ты защищаешься, то, что называется джихад ад-дифа, джихад защищения, либо наоборот, когда ты замешан как бы в экспансии ислама на благо всего мира, так это преподносится, и тогда это тоже легитимно, потому что джихад это часть, это тактика ради определенной стратегии.
Вот смотри, создается впечатление, что мусульмане мира, особенно арабы, да, мусульмане, поддержали 7 октября, потому что то, что мы увидели, исламский мир, он не встал на защиту Израиля. Он не осудил Хамас, не осудил там никого. То есть они как-то так очень технично все дружно промолчали. О чем это может свидетельствовать? Что они все-таки поддерживают то, что произошло? Это свидетельствует, во-первых, давай я скажу пару слов о том, кто поддержал, кто не поддержал. Во-первых, далеко не все поддержали. Саудовская Аравия сразу не поддержала. Эмираты тем более. Эмираты были единственным арабским государством, которое официально приняло позицию Израиля и находится в этой позиции по сей день. Саудовская Аравия сказала сразу, что это вообще не по-нашему. То, что вы сейчас делаете, это грех против человечества. Вот. Еще огромное количество стран не поддержали Хамас. Поэтому сказать, что все арабские страны поддержали Хамас, это не так. Вот. Что, да, произошло после этого? Израиль заходит в Газу, начинается война, и тогда, естественно, идет волна обратная уже. Мне важно сохранить эти факты, потому что нам нужно с кем-то работать в арабском мире. Мы не можем сразу всех, в общем, грести под одну гребенку и сказать, мне с кем там работать. Нам много с кем есть, там мы работаем, и с теми, и с другими, и с третьими. Больше того, даже внутри тех арабских стран, которые, казалось бы, не осудили 7 октября, некоторые люди сильно поддержали Хамас, а другие говорили о том, что так в исламе себя не ведут. Даже не поддерживая Израиль. Я уже молчу о тех, кто да, поддерживал, и были такие тоже. Теперь давай поговорим про религиозные факты. После 7 октября были определенные шаги предприняты различными религиозными, исламскими, я бы сказала, это даже не имамы, а шейхи, которые объединились для того, чтобы осудить то, что Израиль делает в Газе, и поддержать Хамас. Это случилось, причем именно с попечительства, не поверишь, Турции. Турция провела, поверишь, правда? Поверю, да, еще как. Я смеюсь, конечно. Вот. Турция провела несколько медиакомпаний религиозного толка для того, чтобы собрать их всех под одной эгидой. И там принимали участие исламские различные авторитеты из большого количества стран. Ну, понятно, что из Йемена, из Афганистана, это ясно, это ладно. Но в том числе были из Египта тоже. В том числе были даже из Иордании тоже. Понятно, что палестинцы. Вот, я не говорю про Газу, я говорю про палестинцев в принципе. Вот. И да, такие, в общем, различные, в том числе фетвы, которые дают разрешение на новый 7 октября, тоже прошли. Тоже прошли. А это уже как бы итог нашей войны, продолжающейся, как бы нашей реакции на 7 октября. Могу сказать, что неважно, какая была бы реакция, эти фетвы по-любому были бы написаны, потому что тут важнее как бы для них окончательный какой-то результат, чем то, что мы делаем в Газе. Почему арабские страны, особенно вот в примере Египет, не принимают беженцев? То есть Египет возвел там 7 стен, поставил танки. Причина этому? Они что-то знают все-таки о тех жителях, чего не знают другие, и не хотят их к себе принимать. Какие причины основные? И раз они их так жалеют, раз они за них, но при этом, пожалуйста, оставайтесь у себя там. Есть много причин, я озвучу главные 2. Первая причина, потому что они прекрасно понимают, что жители Газа и Хамас это одно и то же, а я уже рассказала о том, что в Египте братья-мусульмане запрещены. При всем этом различных убийц, которых мы сейчас освобождаем из тюрем в рамках сделок по обмену, да, заключенными, как это называют, ужасно абсолютно в моих глазах, то есть заложники наши похищенные гражданские люди, которых обменивают на убийц многократных. Итак, когда они попадают в Египет, это как бы нормально. Их держат в условиях относительного домашнего ареста при этом, но в хороших гостиницах. Об этом писали немало. Вот. Но при этом всем никто, естественно, из правительства в Египте, а уж особенно Сиси, не собирается принимать у себя людей из Газы, особенно, естественно, Хамас в принципе. Это раз. Для них это является фактором национальной безопасности. Начнем с этого. Дальше. Самый важный фактор, который не позволяет Египту дать Газе, как бы, скажу так, расползтись, с одной стороны, а палестинскому вопросу уйти с повестки дня, с другой стороны, это потому что они используют Газу как буфер против Израиля. Таким образом, это является рычагом давления на Израиль. И для Египта это очень важно, потому что Египет понимает, что эти мирные соглашения, они с их стороны, как бы, надо сказать, являются больше прагматичными, чем настоящими.
И им ясно, что в какой-то придет определенный день, когда наконец можно будет освободить себя от этих пут и, в общем, каким-то образом воевать с Израилем и, может быть, что-то даже победить каким-то образом. То есть у Египта все еще вот это вот восприятие Израиля существует. Но могу ли я сказать, что тогда жители Газы той же являются некими заложниками арабских стран в этой большой игре против Ты не Израиля? просто можешь это сказать, ты обязан это сказать. Это потому так что и есть, это да? так и есть. Они являются заложниками. В принципе, палестинцы являются заложниками арабских стран. А знаешь почему? Потому что исторически палестинцы – это арабы, которые пришли из огромного количества разных мест. Есть местные люди, местные арабы тоже, естественно. Но если ты посмотришь на фамилии, у тебя фамилии из Египта, из Ирака, из Марокко, из Ливии, я могу продолжать до завтра. И мы с тобой сегодня говорим о том, что палестинцы – это не этнически один народ. Это огромное количество различных демографических изменений на Ближнем Востоке, в частности, в XIX веке, под влиянием, с одной стороны, Мухаммада Али и, с другой стороны, Османской империи. Поэтому вот все эти разговоры о том, что палестинский народ, он изначально, испокон веков, это хананейцы и так далее, это то, что палестинцы говорят о себе, это все такие рассказы, знаешь, которые, может, хорошо, одна бабка сказала. А на самом деле, если ты сейчас проведешь серьезные исследования, в том числе сами палестинцы провели серьезные исследования на эту тему, они прекрасно знают, кто откуда. Газа во многом это место, где сосредоточены беженцы из разных стран. То есть они до сих пор внутри Газы считают себя беженцами, поэтому Бапор, УНРWA, он как бы столько оперировал внутри Газы и продолжает как бы сейчас уже меньше, потому что Израиль настаивает на том, чтобы Бапор не принимал участие. Но давай мы вспомним о том, что для всех беженцев мира статус беженца длится ровно одно поколение, и для них есть определенная организация в ООН, которая называется UNHCR. Окей? Она занимается всеми беженцами всего мира. И только палестинцами занимается отдельная организация УНРWA, Бапор, которая занимается не просто только палестинцами, а на протяжении уже 3 поколений. А что, собственно говоря, зачем? Те палестинцы, которые попадают в разные страны арабские, не получают там гражданство. Во Франции они получают гражданство практически через энное количество лет очень быстро. В Британии тоже, в Голландии тоже, я могу так продолжать, во всех европейских странах. Но почему не в Ливане, почему не в Сирии, почему даже не в Египте или Иордании? Нет такого вообще. Не может такого быть, потому что арабские страны хотят, чтобы палестинцы оставались буфером и, самое важное, рычагом давления против Израиля. И вот этот конфликт, который культивируется против Израиля постоянно путем палестинцев, после 1967 года особенно, потому что они испугались сильно. Вот это что-то, о чем все молчат постоянно. Это не принимается вообще во внимание. Почему? Потому что нарратив, который принят в мейнстрим, он говорит о другом. Он говорит об Израиле-оккупанте, о палестинском государстве, которое якобы было. Ты знаешь, на палестинском телевидении для детей есть детские программы. В этих детских программах обычно есть такая, знаешь, как тетя Валя, такая только в хиджабе, и она рассказывает о том, как раньше выглядела Палестина до прихода сионистов. Я видел эти мультики. Ты видел эти мультики? Я видел эти. Слушай, это потрясающе. Самое смешное, это, конечно, то, как она показывает из Лего, как она показывает, вот на нашей родине были университеты, были парки, было то все. И, в общем, пришли сионисты, и она начинает трясти это все распадается. Она говорит, и вот теперь от Палестины почти ничего не осталось. И вы наша надежда на будущее. Я вот тебе говорил про интервью с Дором Шахаром. Да. Дор Шахар. Он сказал интересную вещь, которую очень много обсуждали в Израиле, в комментариях, то есть после выхода этого фильма. Он сказал, что 80% израильских арабов, которые живут внутри Израиля, они мечтают о том, чтобы Израиль в принципе был уничтожен, и мечтают об уничтожении евреев. То есть им верить нельзя, жить с ними рядом надо аккуратно. Как отличить террориста от нетеррориста? Как бы он тоже сказал, невозможно. Определить ты этого не можешь. Но надо быть аккуратнее. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Во-первых, я процитировала уже опросы, которые были сделаны среди израильских арабов после 7 октября. И мы видим, что если доверять этим опросам, то это не соответствует тому, что говорит Дор. Извини, но вот здесь как раз вопрос доверия. Можно ли доверять тому, что они говорят, что они против Хамаса, а на самом деле они могут быть за Хамас? Как мы знаем об этом? Объясню. Еще раз. Когда я говорю про эти опросы, то я доверяю этим опросам. Могу долго объяснять, почему, но давай исходить из того, что именно вот этим 2 опросам я доверяю, они логично, в общем, соответствуют тому, что я тоже знаю из разговоров постоянных с израильскими арабами из разных различных мест в Израиле. Теперь есть другие способы
не просто опросов, а понимания того, что творится, какие тенденции вообще происходят среди израильских арабов, как они воспринимают реальность внутри Израиля. Большая часть израильских арабов хотят жить внутри Израиля, а не в Палестине, то есть не в палестинском государстве. И это тоже является частью опросов. Причин этому огромное количество. Да, многие из них говорят о том, что в идеале было бы хорошо, если бы не было сионистов или не было бы сионистского государства. Их очень напрягают репатрианты или вообще алии различные, которые приезжают в Израиль, потому что демографически для них это сложно. Да, некоторые верят в то, что в плане демографии в какой-то момент арабы выиграют, но они сами боятся этого момента тоже. То есть мы с тобой сейчас говорим во многом о противостоянии внутри самих израильских арабов, то есть когда они даже общаются сами с собой друг с другом, и так или иначе мы являемся свидетелями этого общения. И я могу тебе сказать, что мнений много, но де-факто практически все, кого спрашиваешь, да, или смотришь на то, как они живут, они предпочитают быть в Израиле и жить с израильтянами, а не жить, например, с Хамасом в Газе. Это раз. Два, на эту тему я бы послушала одного из представителей израильских арабов. Зовут его Нусайр, Нас Дейли. Он родился в Арабе. Арабы находятся в Галилее. Это как раз одна из деревень, или так, скажу так, маленький город недалеко от Сахнина, в котором проживает очень пропалестинское, в принципе, арабское, израильское меньшинство. Вот. И там были большие беспорядки в октябре 2000 года, когда началась интифада. Вот. То есть это место, которое давно помечено, то, что называется. Так вот, он построил некую такую медиа-империю небольшую свою, и уже много лет он не живет в Израиле, но при этом для него вопрос Израиля и Палестины, он являлся всегда ключевым. Он всегда говорил про себя, что он и палестинец, и израильтянин. Многие говорят, что это невозможно, но он объяснял, как. Так после 7 октября он вышел с признанием, таким очень эмоциональным, и сказал: я больше не хочу говорить, что я вначале палестинец, а потом израильтянин. Я не могу полностью отказаться от палестинской составляющей, но я в первую очередь израильтянин, и я хочу, чтобы вы все знали. И это он обращается не к Израилю, он обращается к миллионам своих фолловеров. То есть вот это мнение тоже есть, и оно далеко не в меньшинстве. То есть если говорить про тенденции среди израильских арабов, они варьируются. Нету одной какой-то тенденции. Больше того, это всегда зависит от контекста. А когда Израиль становится сильнее, то намного больше израильских арабов внутри Израиля, они как бы за Израиль. Я понимаю, что иногда это звучит парадоксально, но это факт такой. Это то, что происходит. Еще раз, если Израиль ослабевает, понятное дело, что речь идет о людях, которые вполне могут и поменять свое мнение очень быстро. Ну, то есть утверждение вот про 80%, ты его не разделяешь? Я не вижу как. 50 на 50? Тоже не вижу как. Тоже нет. То есть Тоже не вижу как. мы не можем сказать какие-то конкретные цифры? Я не могу тебе сказать цифры, которые не меняются в зависимости от событий, контекста, обстоятельств, постоянно меняющиеся цифры. Это я могу сказать точно. Еще раз, но ты понимаешь, что я все-таки, то есть я смотрю на это с позиции человека, который не является арабом, не живет в арабском обществе. Он, может быть, ему что-то виднее, что нам не виднее, с одной стороны. С другой стороны, я этим занимаюсь именно как исследователь, и как бы я могу базироваться на определенных вещах, на которых, может быть, он не базируется. То есть у нас разные подходы. Вот сейчас у нас идет война по всем фронтам, особенно в Газе. Как ты видишь исход войны, вот этой войны? И конкретно, что нам надо Израилю, на твой взгляд, и, может, так и делается сейчас, сделать с Газой? Чем должна вся закончиться история, чтобы Израиль жил спокойно дальше? Чтобы Израиль жил спокойно. Это вообще что-то из фантастики, я понимаю. Да, я понимаю. Израиль спокойно жить не будет никогда, ну, по крайней мере, не в ближайшие 100 лет. Израиль может относительно спокойно жить, это факт. С Газой происходит то, что сейчас и должно происходить, поэтому я не буду давать вот сейчас прям конкретных советов. Могу сказать, что многие рекомендации мои и других экспертов, они сейчас как раз имплементируются в Газе. То есть то, что происходит, оно позитивно относительно того, что могло бы быть. Мы все-таки исходим не из фантазий и не из идеализации ситуации, а из тех конкретных сценариев, которые можно действительно каким-то образом реализовать. Так что сейчас в Газе идет, пока идет. Насчет того, что должно произойти для того, чтобы тут закончилась война относительно неплохо для Израиля. Со стороны Газы. Только со стороны Газы. Давай пока про Газу. А я тебе могу сказать, что со стороны Газы это не может быть только со стороны Газы. Потому что наша война, она не с Газой.
Наша война, Рома, она с Ираном, Да. скажем так, она за место на Ближнем Востоке. И эта война закончится, и она уже заканчивается. Хоть мы находимся перед очередным витком, надо сказать, на севере, и, видимо, будет очередной виток и в Газе тоже, и, может быть, даже будет очередной виток с Ираном, не исключаю. Но эта война в итоге закончится в ближайшие несколько месяцев, максимум год, если не произойдет чего-то особо из ряда вон выходящего. Мы уже находимся ближе к концу, чем к началу, слава богу. Она закончится тем, что у Израиля будут совершенно другие позиции на Ближнем Востоке, намного более сильные. Израиль выходит из этой войны, с одной стороны, в очень тяжелом моральном каком-то состоянии, с другой стороны, в плане реальных достижений у Израиля их немало. Пала полностью шиитская ось Ирана. И видно хорошо братьев-мусульман, которые строят козни против Израиля уже несколько десятков лет, если не 100 лет. И мы из-за того, что они теперь их видно, есть с кем бороться. Понимаешь? У нас будут дополнительные новые враги. Уже сейчас выросла ось Турции, Катара. Она росла давно, но то, что мы очистили сейчас пространство от иранского аксиса, это дает им возможность вырасти больше. Израиль инвестирует сейчас в отношения с умеренными арабскими странами, особенно залива, но не только. То есть все это происходит параллельно и происходит очень быстро. За эти 2 года поменялось практически все. Ты знаешь, иногда меня студенты спрашивают, а как же так? Вот мы же учим сейчас про, например, студенты, которых я учу про арабо-израильский конфликт. И мы учим про то, что происходило вот сразу во время Первой мировой войны или после мировой войны, первой именно, и потом продолжаем дальше. И вот количество уроков, которые нужно дать про окончание Первой мировой войны, несчастные какие-то 1,5-2 года, огромное количество уроков. Они говорят, как же так? Мы столько уже учим. Это нормально, что столько всего поменялось за 1,5 года? Я говорю, посмотрите, что сейчас поменялось. У вас прошло 2 года, они такие, они все солдаты. Они все такие, мы поняли. Теперь я говорю, а теперь поймите, в какой точке истории мы находимся. Раз в столетие такое происходит. Так что то, что сейчас происходит, оно происходит не просто раз в столетие, а нам довелось жить в такие времена. И теперь от нас зависит очень многое. То есть исход этой войны зависит во многом от нас. Ам Исраэль Хай. Легамр. Спасибо. Спасибо тебе.